Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних, добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать ко мне. Тема сегодняшнего расклада. Сплетни о тебе. Что нового на форуме твоих недоброжелателей? Советую досмотреть это видео до конца. В конце видео будет, помимо совета карт, еще совет от психолога. Надеюсь, вам будет это интересно, полезно. Говорят, что когда тебе сплетничают, у тебя горят уши. Но я предлагаю не ждать физических знаков, а заглянуть прямо в эпицентр этих разговоров. За вашей спиной открылся настоящий форум. Там обсуждают ваши доходы, ваши отношения и даже то, как вы выглядите по утрам. Кто-то делает это из зависти, кто-то, чтобы оправдать собственные провалы вашим успехам. О чем они шепчутся прямо сейчас? Какую вашу тайну они пытаются выдумать, чтобы успокоить свое эго? И почему ваше имя не дает им покоя даже тогда, когда у них, казалось бы, есть же у них своя жизнь? Давайте послушаем, о чем гудит это сарафанное радио. Для начала делаю вашу сигнификацию. Смотрим, если похоже, находите что-то знакомое, считываю я. Значит, смотрим расклад. Итак, какая вы, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ух ты, первая карта у нас Иерофант, самая светлая карта в колоде. Девочки, следующая карта тоже у нас такая своеобразная мораль, открытые ладони. Это уже вас характеризует как человека, который предпочитает строить взаимоотношения, выстраивать взаимоотношения в открытую, да, без каких-то двойных стандартов, подтекстов, манипуляций. Для вас идеально было бы, чтобы вот как вы в чистую, в открытую с людьми, так бы вы хотели точно так же, чтобы и они вам отвечали, да. Повторюсь, никаких вот этих двойных стандартов. Честно вам в глаза говорили, если их что-то не устраивает. Ну, это в идеале, да, девочки? Первая карта Иерофант – это о вашем духовном росте, развитии, о том, что вы, в принципе, сами по себе очень добрый, светлый человек. Женщина, которая не останавливается в развитии, тут постоянно чем-то новым увлекаетесь. В голове тут, может быть, занятия, планы по самосовершенствованию. Опять-таки, для кого-то вы являетесь наставником, учителем, прям, не буду говорить идеалом, нет, ну тут вам подражают, да? Для кого-то идейный вдохновитель вы. В принципе, человек, который придет на помощь, поддержит, найдет то нужное доброе слово поддержки. У кого-то род деятельности связан вот с поддержкой. В принципе, у вас есть задатки классного учителя, наставника, учителя, да, это можно развивать. Что еще? У меня прям камушек упал. Что еще? Еще что-то, да. Потенциал огромный на самом деле. Можете себя раскрыть. С мозгами все прекрасно, девочки. Все замечательно. Тут еще огромное поле для деятельности. Тут есть девочки, которые знают множество языков, да. Тут всесторонне развиты, умнички. Так, какая вы? Домашняя, ваш дом, ваша крепость. В идеале должно быть, но сейчас почему-то вы вот именно с этой стороны дом, с этой стороны карта семья. Для вас это имеет огромное значение. И семья, и поддержка близких, и вы дорожите близкими, родными. Но вот сейчас какой-то у вас такой период, где вы чувствуете себя неустойчиво. Может быть, какие-то конфликты с близкими. У кого-то, неустойчиво. Может быть, проблемы со здоровьем. И у близких, может быть, у вас. А у кого-то тут такая атмосфера, знаете, бывает иногда. Не хочется идти домой. По идее, мы дома должны восстанавливаться и чувствовать себя защищенными, да, желание дома расслабиться. А у кого-то сейчас такой период, где вы не можете, к сожалению, расслабиться, не можете этих сил добрать, набрать этой энергии, восполнить эту энергию. Может, знаете, после каких-то
на работе тяжелых часов, да, приходите домой, и вам еще дома приходится пахать в 3 смены, да, еще какие-то у вас тут проблемы тянете с собой домой. Вот мне так идет, девочки. Так, еще характеристика на вас. Белая ворона, которая где-то даже пытается это скрыть. Может быть, не рассказывайте о своих каких-то хобби, увлечениях. Они могут быть специфическими. А, в принципе, вы считываете по белой вороне, да, я не похожа на других. У меня, может быть, свои какие-то взгляды на жизнь, на, опять-таки, взгляды на взаимоотношения между людьми, в принципе, не обязательно тут мужчинами, женщинами. У вас, у кого-то, может быть, тут семья рядом и белая ворона. Ну, нестандартные, может быть, даже какие-то форматы взаимоотношений в семье. Иногда бывают, ну, разные, да, там, у кого-то гостевой брак, ну, это я такое самое такое самое простое. У кого-то с партнером, может быть, как пример просто, меняется, как вам сказать, может быть, роль добытчика и роль, знаете, как домоправителя, нет, как это правильно сказать, домохозяйки, да, можете местами меняться с мужем, да, временно, там, можете вы зарабатывать основную, там, как это, основной доход в семье, а муж исполнять там обязанности по дому там какие-то максимально, может быть, потом опять можете меняться. Тут разного, но тут как-то белая ворона почему-то как-то вас характеризует нестандартно, и опять-таки нестандартный подход к, может быть, взаимоотношениям в семье, к ответственности, к обязанностям, вот, к обязанностям в семье. Вот тут что-то такое. Но при всем при этом, последняя карта показывает вас женщина, которая вот тут замораживает свое сердечко. Может быть, уже вы не раз сталкивались с желанием использовать ваши наилучшие какие-то посылы, ваши наилучшие желания, может быть, выстроить доверительные отношения с кем-то, поддержать. Такое у меня ощущение, как будто бы уже не раз вы сталкивались, опять-таки, с желанием манипуляции, применять против вас, тут как-то использовать в своих целях вас, может быть, какую-то выгоду, корость извлекать из этого. Поэтому, мне кажется, сейчас вы выборочно как-то реагируете, опять-таки, может быть, на просьбы. Ну, вряд ли вы тут прям отказываете, тут такая характеристика ваша сразу. Но скорее уже сами свою помощь всем не предлагаете. Может быть, стараетесь сейчас больше энергии на себя потратить, на своих близких, да, вот как-то так. У кого-то это прям замораживание белая ворона, опять-таки, не афишируйте о своем видении мира, взаимоотношений. Скорее предпочитаете помолчать, послушать, что говорят другие, да, и не видите даже в этом особо смысла кому-то что-то доносить, там, делиться какой-то информацией. Тут даже, может быть, ситуация такая, вы увлекаетесь эзотерикой, психологией, вас интересует очень много таких каких-то специфических, какие-то, может, информация даже какая-то. Тут хобби специфические могут быть. И никто из вашего окружения, там, даже очень близкого, может быть, не знать, не догадываться. Вы сознательно умалчиваете, вы не считаете нужным этим делиться. Ну, вам не нужна ни поддержка их, ни одобрение, ничего. Вы тут самодостаточная женщина. Вот как-то так мне идет. Такая сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что нового на форуме ваших недоброжелателей? Ой, прям страсти какие-то, прям летит карта страстей. Так, главная новость, да, первая. Тема «Последние сплетни» по поводу вас, с вами связанная. Работа, любовь, деньги, что это? Что это? Кто придумал этот сюжет сплетни? Женщина или мужчина? Или группа лиц тоже бывает такое? Следующее. Искажение правды. Что в этой истории правда, а что наглый вымысел? Ну, посмотрим, как они покажут карты. Так, чего хотят добиться? Цель сплетни, да? Поссорить вас с кем-то или просто испортить вам настроение? Ага, или просто желчь свою выливают.
недовольны своей жизнью и стараются это как-то компенсировать. Так, совет, как тебе реагировать? И сразу ответ на вопрос, как тебе игнорировать, да? Как тебе реагировать? Игнорировать или эффектно разоблачать лжецов? Красиво как-то. Так, посмотрим, возьмем вот эту колоду. Тема последней сплетни. Работа, любовь, деньги. Что? Кто придумал сюжет сплетни? Мужчина или женщина? Или группа лиц? Так, что в истории правда, что наглый вымысел? Смотрим дальше. Чего хотят добиться? Цель сплетни. Вас поссорить с кем-то или испортить вам настроение? Как вам реагировать на сплетню? Игнорировать или эффектно разоблачать? Так, смотрим, начинаем. Первое. Тема последней сплетни. Чего касается? Работа, любовь или деньги? Так, интересно, сплетни. Ого, и алкоголь еще какой-то. Ярость, злоба, деньги. О чем это? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, ну это очень похоже, мои хорошие, сплетня по поводу того, что вы, допустим, недовольны вашим материальным положением. Ну тут злоба, деньги, да. Могут рассказывать, первая карта тут тоже об этом, тут как-то сродни карте повешенной, да, в классике, это карта утопленник. Утопленник, ну тут это вообще ваше какое-то сейчас может быть не очень ресурсное состояние, давайте так. Не буду говорить депрессивное, но тут как будто бы вас видят, ну это сплетни, в принципе, да, или преувеличенное там какое-то наблюдение кого-либо. Так вот, могут говорить о том, что вы сейчас в каком-то таком подавленном состоянии, недовольны жизнью, недовольны тем, может быть, результатом, может быть, заработком, может быть, вот именно материальным своим положением, финансами. У кого-то могут рассказывать о том, что тут карта злоба, деньги, алкоголь. Могут рассказывать там, если ваше, ну не знаю, ваше какое-то там замечание, высказывание по поводу, ну, период тяжелый в жизни, да, у всех по-разному, с чем это связано. У кого-то это проблемы со здоровьем, опять-таки, близких ваши, не приведи Господи, тут. У кого-то, ну, просто полоса такая тяжелая в жизни, да, то тут могут рассказывать о том, что вы можете тут алкоголь то ли злоупотреблять, то ли в принципе как будто бы какой-то образ жизни такой ведете сейчас. Ну, давайте так. Хочу это ласково сказать, но вы не хорошаете внешне от него, да, так как токсично алкоголь. Пытаетесь как забыться. У кого-то и так могут рассказывать. При этом могут рассказывать также, перекручивать информацию по поводу того, что вы тут можете злиться, что очень много денег, допустим, уходит, как улетает, как сквозь пальцы куда-то, да, как песок сквозь пальцы уходит. У кого-то нюанс может быть алкоголь, могут еще рассказывать, что там, может быть, кто-то близкий там, да, или мужчина ваш злоупотребляет, а вы злитесь, и на это как деньги много уходит, да, вместо того, чтобы там эти деньги вкладывать во что-то там, ну, не знаю, элементарно там, улучшение, не знаю, там, состояния своего, там, отдых какой-то, или там покупки себе, деткам, то могут много денег уходить. Ну, я пример просто привожу вам, говорю. Последняя сплетня. Сплетня тут основная касается того, что вы сейчас недовольны. Это как ваше подавленное состояние какое-то эмоциональное тем, что в вашей жизни сейчас происходит. Вы пытаетесь то ли забыться, то ли у кого-то тут в иной мир, карта, окно в иной мир. Ну, знаете, у кого-то могут рассказывать прям на прием к психологу, да, ходите. У кого-то сами себя пытаетесь вытянуть вот из этого состояния.
Тоже сюда. Но в любом случае такой подтекст, как будто бы сейчас в вашей жизни очень много денег куда-то вот улетает, тратится, и вы злитесь по этому поводу. Вот как-то так, девочки, какая-то такая вот сплетня. Могут еще рассказывать, допустим, заработок, да, вы там планировали там, получить одни деньги, а по факту вы там зарплату получили одну, да, планировали и мечтали о том, что вам там, допустим, премию еще какую-то выдадут, да, или увеличение зарплаты будет. Я уже и так тоже могу это прочесть. И тут могут так рассказывать, что да, вы так злились, что вы там надеялись на вот эти деньги, они вам нужны для чего-то были, допустим, да, или в принципе вы рассчитывали на них, а вы это не получили, эти деньги. Или пока не получили, и тоже можете злиться. Вот как-то так. Могут вас просто так вот как характеризовать, как вот женщину, которая как-то эмоционально выражалась по поводу, вот, может быть, того, что неадекватно, как вам сказать, ну, неадекватно, да, вам насчитали заработную плату. Или вы, допустим, вкладываете много энергии, сил, здоровья в эту работу, а получаете, соответственно, зарплату совершенно несоответствующую, да, вот, вашим вложениям. Это тоже сюда, вот, да, вот это вот сюда могут рассказывать. Вы этим как будто очень недовольны. Недовольны этим заработком, материальным положением. Вот тут что-то такое. Вот. Так, следующее. Кто придумал этот сюжет? Женщина, мужчина или группа лиц? Тут женщина придумала. Женщина придумала. И уже давным-давно она поддерживает эту сплетню. Когда беременность уже длительное время, эта женщина как будто бы может рассказывать о вас вот это вот, что вы там недовольны зарплатой, вы недовольны материальным каким-то там обеспечением. Опять-таки, так, о чем это? Шанс, ясность, раз. Женщина. Женщина, которая, в принципе, вот такие какие-то, как вот, питается этими сплетнями, постоянно вот муссирует, вбрасывает эту информацию. Как будто бы, знаете, вот между строк, вот она там говорит о чем-то, а потом вот так между строк эту информацию добавляет о вас. Вот, допустим, там, и при этом она добивается, говорят, как своих результатов. Типа как для ясности, а вот еще и вы там были недовольны вот этим вот, да, и потом акцент переносится, допустим, с нее на вас. Угу. При этом показано эту женщину, у нее тут, я не знаю, как это сказать корректно, знаете, эту бы энергию, да, в любовное русло. Тут у женщины давно не было мужчины, скажем так, обделена лаской. Ну, вот я это корректно сказала, да. Мужчины по-другому это говорят про женщин, которые длительное время находятся в этом, я не знаю, как это правильно сказать, воздержании в таком. Но тут у женщины давно не было встреч интимного характера с мужчиной. Поэтому вот тут как-то так. Тут отчасти идет как и зависть, если у вас есть постоянный мужчина, злорадство, если узнают случайно, что у вас тут проблемы с мужчиной. Вообще тут она кайфует, я так вижу. Кайфует, когда она умеет тут узнать какую-то информацию, выудить о вас и ее трансформировать. Вот тут так, как ей нужно. Тут как будто бы она, знаете, нет такого, что она прям вот сейчас я вам сплетню расскажу про Танечку, да, или про Оксаночку. Нет, тут она свою какую-то информацию несет, которую ей там нужно, начинает. А потом вот, чуть-чуть такие информации о вас. Вот, а вы тоже там чем-то недовольны, а у вас там так вот как ясность приносит. И ей очень важно дать понять, что она максимум информации, допустим, о вас знает, как будто бы держит руку на пульсе, знает о всех все. Вот тут как будто бы. Вот ей очень важно вот показывать вот свою такую значимость, заинтересованность. Это на постоянной основе идет. Угу. Так, причем важно даже дать понять, что вы делитесь именно с ней какой-то информацией. Вот. Как будто бы от первоисточника она это все знает.
Так, искажение правды. Что в этой истории правда, а что наглый вымысел? Так, женщины какие-то прекрасные, третьи лица. Что, да, черная вдова, зелье. Ну, да даже не знаю, как это прочесть, что в этой истории правда, что наглый вымысел. Ну, наглый вымысел то, что, скорее всего, вы, наверное, не так эмоционально, как она это передает, выражали там недовольство чем-либо. Неправда, сразу говорю, то, что вы там, может, просто там фонтанировали, я имею в виду, эмоционально так проявлялись. Скорее всего, вы прекрасно знаете, что все в ваших руках. Если вас не устраивает тут там зарплата, то, скорее всего, вы уже тут картозелье это буду считывать так, ищете там, то ли подыскиваете новое место работы, то ли обучаетесь чему-то, у вас планы уже есть. Она об этом, может быть, или не знает, или не говорит. Ну, допустим, да. Тут что в истории правда, что в истории правда, что вымысел. Ну, судя по этим картам, то действительно какое-то, может быть, вы замечание и говорили какое-то по поводу того, что, ну, хотелось бы лучше. Тут эта карта мне говорит. Вы ждали бы того, ну, ждете лучшего, надеетесь на лучшее. Ну, тут, может быть, ну, она преувеличила это, вот тут рассказала в таких эмоциях там. Опять-таки, чего, что правда. Может, знаете еще какой нюанс тут? Она может еще подчеркнуть, что, допустим, всех устраивает, тут какую-то группу лиц, вот устраивает какая-то ситуация, ну, устраивает или временно они с этим согласны. А вот именно вы тут начинаете как будто бы, ну, не знаю, как это правильно сказать, гнать волну, да? Же организм такой, ну, вот как будто бы вы источник где-то вот этого беспокойства для кого-то, может быть, угрозы даже. Как будто бы вот именно вы недовольны вот чем-то тут. Так, третьи лица. Что история правда, что наглый вымысел. Может еще, кстати, рассказывать, что тут третьи лица, что вот вы с кем-то еще делитесь этой информацией. А вот еще это слышала, допустим, там Лена, вот, да, как вы там чем-то то ли возмущались, то ли претензии предъявляли по поводу оплаты, там, по поводу недостаточно там, ну, как будто бы вот вы тут можете там работать, повторюсь, вкладывать здоровье, силы, энергию, а отдача, ну, как бы вообще вас не устраивает. Может еще вот говорить, а вот это еще слышал кто-то, допустим. Ну, я пример просто привожу. Так, что в истории правда, что наглый. Ну, тут как будто бы оно раздуто максимально. Какая-то истина, вот что-то есть такое, что-то вы сказали, вот 100%. При этом, опять-таки, с вашей стороны это носило такой характер, что, ну, будем надеяться на лучшее, посмотрим, типа, как будет дальше. Вот, типа такого вот мне идет. Ну, могут еще вас обвинять в том, что вы, как идейный вдохновитель вот этой вот новой волны какой-то там, выяснения отношений, требования повышения зарплаты или еще несоответствие этой оплаты труда. Ну, как вариант, да? Так, цель сплетни. Чего хотят добиться? Поссорить тебя с кем-то или просто испортить настроение? Так, вот так вот, да? Так, смотрим. На прямых. Цель. Ух ты, а тут вас хотят поссорить, 100%. Говорят, что эта сплетня, вот она настолько уже видоизменена, тут карта фея, это как волшебное превращение, да, вот из одной какой-то фразы тут придумали, было там словосочетание, образно говоря, а уже рассказ написали, да. Тут уже придумали. Ну, цель это вас с кем-то рассорить, карта оппозиция, дабы вы с кем-то были в натянутых отношениях. При этом с тем, кто к вам нормально был настроен, лояльно к вам относился, может быть,
тот человек, у которого вы поддержку даже где-то могли получить, одобрение. В принципе, вы с этим человеком, тут даже карта зеркала, похожи чем-то, ну, не знаю, общие там, может быть, ценности. Тут такое, как будто бы она хотела вас с вашим союзником каким-то рассорить. Вот так вот, чего хотят добиться. Показать вас в таком каком-то невыигрышном свете, как вы неблагодарная где-то. Человек, который, может, изнутри там, не знаю, там какие-то провокации придумывает, раскалывает, не знаю, типа а-ля дружный коллектив или призывает тут к чему-то, к революции, да. Но вообще вот как будто бы желание вот даже вас выставить в таком свете перед каким-то конкретно одним даже человеком, как минимум, показать вас, вот карта Морочка, что вы вообще не так, кем себя, ну, там, заявляли, транслировали. Это желание вот чего добиться, целеспретнее. Вот паутину плетет женщина, и карта тучи. Да, в вашей жизни тучи сгустились, и вы, ну, не получили желаемого результата. Как минимум испортить вам жизнь, да. Опять-таки тут рассорить 100% карта позиция. Видите, вот мужчина и женщина не выясняют отношения. Но тут не обязательно с мужчиной. Тут с кем-то, с кем вы в хороших взаимоотношениях сейчас, ну, находитесь. Человеком, который вас понимает и одобряет ваши ценности, ваше видение там, мира, тут союзником с вашим, может быть, кто ваш покровитель, даже союзник, там, у кого-то это коллега по работе, у кого-то единомышленник, ну вы поняли, да? Вот тут желание рассорить, дабы вы попали в эти какие-то сети, и в вашей жизни карта тучи сгущались тучи. Неприятности вам добавить 100% хотят. И совет. Как реагировать? Игнорировать или эффектно разоблачать лжецов? Зарабатывать деньги, девочки. Ой, одиночка, луна, карта якорь, стабильность, союз, сон. Как это все читать? Как это все читать? Очень интересно. Якорь — это стабильность, связанная с сон. Очень интересно. Тут луна, тут сон. Стабильность. Давайте так. Как реагировать? Игнорировать. Почему-то мне тут идет первая карта. Это, знаете, ни в коем мере не отказываться. Допустим, если вам будут говорить там по поводу денег, а что тебе там мало, говорит, да, мне мало. Ну, что-то мне прям так. Да, я хотела бы больше не зарабатывать, я хотела бы получать больше, да. Работаю я и так достаточно много. Ну, допустим, да, я просто вариант вам говорю. Даже если вы будете тут, говорят, одиночкой, даже если вы будете тут чуть ли не, знаете, как противопоставление какого-то, типа, всех устраивает, а тебя не устраивает. Сказать, да, я хотела бы больше. Я считаю, мало. Ну, чуть не так, как пример, девочки. При этом тут такой нюанс, как-то мне говорят, если все равно вам будут обещать что-то, какую-то стабильность, вам говорят, не верь. Нет, смотри по практичным каким-то проявлениям. Ну, а как реагировать, игнорировать или эффектно разоблачать? Можно даже эффектно разоблачать. Тут, смотрите, говорить о том, что, ну, вот сколько, допустим, там уже раз обещали. Это по поводу, если буду говорить, что там, ну, вот будет же, да, что-то. Там какие-то опять обещания. Говорят, а сколько раз обещали, по факту что? А что по факту? Вот как будто бы взывать к тому, что... А конкретно по факту что? Были какие-то выплаты? Ну, я этого, допустим, не заметила, не прочувствовала. Или... Да, работы добавляются объективно, да, а заработок покажите, вот насколько это, ну, вот работа добавляется, насколько, допустим, там, уже не знаю, бонусы какие-то, премии выросли. На моем примере, мне не надо на ваших, мне на моем покажите. Ну, допустим, да, как реагировать. То есть отказываться точно от своих слов и от притязаний на повышение зарплаты не стоит. Нет. Тут мне так 100%. Эффектно разоблачать. Опять-таки можете говорить, ну, я реально заинтересована в повышении зарплаты, в улучшении условий труда, да, допустим. Ну,
Я даже не знаю, как тут разоблачать лжецов. Может быть, говорить, что именно, да, в такой форме тут Луна. Ну, много, можно сказать, что много накрутили, напридумывали, но суть проблемы не меняется. Сказать, я настолько эмоционально не бываю. И если мне что-то не устраивает, я напрямую говорю. Ну, вот я напрямую говорю, меня не устраивает зарплата. При этом не надо, ну, знаете, идиотизировать, да. Ну, вы точно не будете там рвать на себя волосы и там причитать, да. Конкретно сказала, конкретно не устраивает. Все. И одобрение. Тут даже такой, знаете, может быть нюанс, тут одиночка. Тут даже может это стать вашим плюсом в каком плане. Могут выплатить вам одной какие-то, ну не знаю, там бонусы, могут премию какую-то. Остальные могут даже не выплатить. Я что-то так вот это даже вижу, девочки. Опять-таки, ну не знаю, тут еще что сказать. Стабильность, Луна. Ну, в принципе, по поводу, вот если вашей вот этой вот какой-то тут работы, род деятельности, вот именно материалки какой-то, то вам говорят, что тут Луна, это все как-то мутно. Эта стабильность такая нестабильная, вот что-то тут такое. Вы только себя привязываете вот этими надеждами. Это как сон, да? Сон прошел и все. Глаза открыли, а реальность большой мыльный пузырь. Вот тут что-то такое. Говорят, вам не стоит делать на это ставку, особо даже эмоционировать по этому поводу. Скорее всего, вашу энергию нужно направлять немного в другое русло. Да? Вот какого-то стабильного заработка, тут, к сожалению, или в том объеме, в котором бы вы хотели, вряд ли тут предвидится. Вот тут что-то такое. То есть отчасти, да, отчасти можно сказать, разоблачить, сказать, ты не эмоционально не изъяснялась так настолько, таких не было. Ну, конкретно, да, конечно, недовольна. Все. Все. Вообще не знаю насчет вот этих каких-то оправданий, это все так всегда по-детски выглядит. Но это если конкретно будут вас там спрашивать, да, то тогда да. Почему-то тут говорят, нет, не отказывайся. Вполне возможно, тебе что-то и повысят эту то ли зарплату, то ли премию, может, разово выплатят, да. Какой-то сегодня такой у меня расклад, девочки, и в конце совет психолога, да, финальный инсайт. Сплетни – это всегда налог на яркость, которую платят те, кто не боится быть самим собой. Ой, и люди обсуждают вас только потому, что их собственная жизнь слишком пресна по сравнению с вашей. Вот. Досмотрите, если можно сказать, эту мысль до конца. Пока они тратят время на создание легенд о вас, вы тратите время на создание своей реальности. Чем громче этот шепот за спиной, тем дальше вы ушли вперед. Позвольте им говорить. Это их единственный способ прикоснуться к вашей жизни, к вашей легенде. Теперь вы знаете правду. Все, мои хорошие, такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.